На данном видео мы вам покажем, какие должны быть черенки для лопат высшего сорта. Вот смотрим, у нас черенки именно для лопат высшего сорта. Смотрим, ни одного сучочка, все белое, сухое, свежесделанное. Здесь у нас скос под лопату. И такой, как бы, он подшлифованный, каждый черенок под лопату. То есть в высшем сорте не должно быть вот такого, как мы вам покажем сейчас. Не должно быть вот таких, например, сучочков, как здесь вот. Это уже не черенок, а можно сказать нагель или шкан для бруса. Здесь вырезается и вставляется в брус. Ну вот. Не должно быть вот таких темных в первом слое черенков, вот таких вот темного цвета, потому что это уже как бы не первый сорт показатель. Не должно быть вот таких вот сколов в первом сорте. Все это допускается только второй, третий сорт. Первый сорт черенков для лопат, вот он такого плана выглядит. Светленькие, все шлифованные, без единого сучка, без единого, еще раз смотрим, березовые черенки без единого сучка. Вот такие мы предлагаем, наша компания предлагает к продаже черенки высшего сорта. Здесь мы смотрим, это у нас не скол, ничего, просто при разгрузке на борт машины. Это все стирается. Идеальный вот такой внешний вид, это высший сорт черенков. Такой мы и предлагаем. Здесь тоже мы смотрим, это тоже грязь, которая легко стирается, даже рукой сотрется, потому что это при выгрузке из машины была допущена оплошность. Вот такие вот черенки. Еще раз, в черенках высшего сорта для лопат не должно быть вот таких вот элементов, как здесь, здесь в нагелях. Внизу просто у нас в штабеле нагели, поэтому очень хорошо можно показать дефекты, которые не допускаются в березовых круглых черенках. Вот так вот отличайте, когда приобретаете черенки высшего сорта.